Здравствуйте, с вами Алексей Шанин. Сегодня я хочу вам рассказать о новинке от Мегабас. Это серия удилищ Blizzard, которая является новинкой 2014 года и была представлена уже на московской выставке на ВДНХ. Вначале небольшое предисловие. Наши рыболовы очень любознательны и не ограничиваются только тем, что продается в наших магазинах. Они с большим удовольствием заказывают и покупают удилища из японского интернета. Но, как правило, эти удилища специфичны и достаточно дороги. Например, в России сейчас стало популярно ловить кальмаровыми палками, применительно к легкому джигу. Но здесь замечу, что эти удилища на потрях и в работе совершенно разные. Да, они очень чувствительные, ими удобно делать проводку, но когда дело доходит до подсечки, они проваливаются в комлевой части, и рыба, как правило, сходит, особенно судак. Но такое поведение палки на подсечке – это вовсе не прокол разработчиков. Все дело в том, что для ловли кальмара не требуется мощная сильная подсечка. Она там вообще не требуется. Кальмар просто виснет на специфическую приманку, его достаточно банально извлечь из воды. Точно так же и удилища для ловли мибару с вклеенными кончиками могут подойти для ловли наших хищников микроджигом, но это будет не во всех случаях удобно и эффективно. Серия удилищ Мегабас Blizzard – это совсем другое дело. Конструкторы Мегабас разработали эту серию как раз опираясь на наш с вами опыт для наших водоемов и наших хищников. Модельный ряд и технические параметры этой серии определялись опытными российскими рыболовами, как любителями, так и спортсменами, в том числе и вашим покорным слугой. Итак, по порядку. В серии Blizzard есть 4 специфических подразделения. Первая серия самая легкая. Называется она Light War. Война с легким вооружением или легкая война. Эти удилища окунево-форелевого назначения адаптированы именно под наши условия, поскольку их нельзя отнести к классическим форелевым удилищам, которыми принято ловить в Японии. Так уж сложилось, что в Японии рыболовы чаще всего ловят форель двумя типами приманок – колеблющейся блесной и воблером. А в наших условиях добавляются еще и вращающиеся блесна, а это накладывает дополнительные требования к техническим параметрам удилища. Поэтому многоцелевые удилища с быстрым строем серии Light War сконструированы именно с учетом этой специфики. Ну и, конечно, эти же удилища будут великолепно справляться с легкими воблерами. Другая группа удилищ Light War – это инструменты для ловли различными силиконовыми приманками. В Японии специфических удилищ для ловли силиконовыми приманками форели просто нет, потому что японцы форель на мягкие приманки практически никогда не ловят. А для наших условий такие удилища необходимы. Вот поэтому и была основана эта серия для ловли в наших условиях на силиконовые приманки. Говоря «у нас», я имею в виду в том числе и Европу, поскольку в последние годы появилась очень мощная тенденция к применению силиконовых приманок на различных международных и общероссийских соревнованиях. Сверхбыстрый строй этих удилищ и высокая чувствительность обеспечивают не только эффективный контроль проводки приманки в быстром потоке воды, но и эффективное удержание рыбы после подсечки. Второе подразделение серии удилищ Мегабас Blizzard называется манипулятор. Название говорит само за себя. Это удилище предназначено для ловли воблерами, в первую очередь минноу. Опять же, эти твичевые удилища с нашей спецификой. Все дело в том, что в анимации воблеров при ловле баса и щуки есть большая разница. Баса чаще всего ловят жестким агрессивным твичингом. Именно такая подача приманки для баса является наиболее эффективной. Наша же щука предпочитает более деликатную проводку, насыщенную длительными паузами и легкими рывками. Так вот, удилища серии Blizzard Манипулятор обладают особенным, именно щучьим, твичевым быстрым строем, который необходим для наших условий. Ну а кроме того, эти модели обладают отличным сдерживающим ресурсом, что немаловажно при ловле в крепких местах. И, конечно, здорово подходят для ловли кренками. Третья подгруппа удилищ Blizzard – это Bull Barrel. Так называется оружие, предназначенное для стрельбы патронами увеличенной мощности. Это очень мощное удилище даже по басовым меркам. Предназначено оно для ловли в крепких местах. Это и коряжники, и густо заросшие мелководья. То есть те места, где даже с очень крупной рыбой не стоит церемониться. По своим техническим параметрам Bull Barrel подходит как для ловли твичингом и топ-вотерами, так и для джиговых приманок. Ну и, наконец, Budded Launcher – это береговые джиговые удилища, а такой вид ловли у нас очень популярен.
Дальний заброс, ступенчатая проводка, зачастую с различными вариациями, и отличный контроль над приманкой на каждой стадии проводки. Мощность при подсечке этим удилищем такова, что на память сразу приходят лучшие представители американского типажа. Высочайшая способность удержания рыбы при вываживании. Я понимаю, что такие характеристики напоминают теоретическое описание идеального джигового удилища. Но в данном случае это действительно реальные рабочие свойства серии Blizzard Bullet Launcher. В Мегабас предполагают очень широкое применение этой серии российскими рыболовами, поэтому позаботились о цене. Она достаточно доступная. Ну, по меркам Мегабас, конечно. У нас любят порассуждать, какую долю в цене имеет имя. Так вот, в серии Blizzard вся цена определяется исключительно техническими характеристиками, которые способны обеспечить имя Мегабас. Поэтому это удилище выполнено в минималистичном стиле. Излишеств в оснащении просто нет. Тем заметнее стали рабочие качества. Они естественным образом вышли на первый план. И это невозможно не заметить.